Всем привет! Итак, продолжим разговор о карабине армии США М1 30-го калибра. Кто не посмотрел, но интересуется историей его создания, посмотрите первую часть, а мы перейдем непосредственно к тому, что у меня в руках. Как было рассказано в первой части, кроме Винчестера, карабины М1 производились несколькими сабконтракторами. Так получилось, что я сделал бид на аукционе на М1 от компании Underwood. Underwood Elliott Fisher – так звучало полное название компании. До войны выпускала печатные машинки и стала третьим по количеству выпущенных карабинов М1 производителем. Всего Underwood изготовил 545 616 карабинов. Мне понравилось и состояние, и цена этого экземпляра. И в то же время в другом месте я наткнулся на М1 еще круче в плане сохрана, произведенный на самом Винчестере. Цена, конечно, была повыше, но, во-первых, я еще не был уверен, что выиграю на аукционе, а во-вторых, жалко было упускать такой экземпляр. Немного сторговались по цене, и я его приобрел. А на следующий день получил сообщение с аукциона, что я и там выиграл. Таким образом, я стал обладателем двух карабинов М1. Но я не сожалею. Они оба оказались классные. А с учетом того, как растут цены на все оружие, то и подавно переживать не стоит. Когда я впервые взял в руки этот карабин, то мгновенно пронеслась мысль. Так вот почему американцы решили, что им нужно такое оружие. Мы же это уже проходили. Когда шло освоение Дикого Запада, тоже понадобился легкий карабин, как не сильно обременяющее дополнение к револьверу. И тогда Джон Браунинг, сделав уменьшенную в пропорциях версию популярного тяжелого Винчестера со скобой Генри, получил легенький Винчестер 1892 года, который, благодаря удобству, стал суперпопулярным, и который, кстати, производили вплоть до 1945 года. Но понятно, новые времена, новые технические запросы на оружие. Кольт 1911 хорош, но он остается оружием самообороны на очень близком расстоянии. А легкий карабин нужен, но должен быть самозарядный. В итоге создали карабин М1. Но это лишь мои умозаключения. Давайте теперь перейдем от лирики к делу. М1 действительно легкий. Его вес без патронов около 2 кг 350 грамм. Патрон 30-й калибр достаточно легкий и компактный, и их легче таскать, чем те же от Гаранта вместе с Гарантом. То есть при том же весе экипировки можно иметь при себе почти в 2 раза больше патронов. Плюс более точный скорострельный карабин, и ваши шансы на выживание значительно увеличиваются. Говоря о патронах, нельзя не упомянуть магазины. Они были одним из слабых мест карабина. Шлепали их по-быстрому, не заморачиваясь. В итоге они быстро изнашивались и были недолговечными. Их старались регулярно заменять по возможности. И старые просто выбрасывали. Благо их поставляли в больших количествах. Изначально комиссия запрашивала магазины на 5, 10, 20 и 50 патронов. Но применение нашли только магазины на 10 и 15, а позже для автоматических еще и на 30 патронов. Стандартными считаются 15-зарядные, 30 были более капризные. Магазин удерживается в своем посадочном месте за счет двух выступов, цепляющихся за сдвигаемые кнопкой выброса перекрытия. Наверное, это все называется иначе, но я не в курсе. Кстати, изначально постановка на предохранитель была выполнена в виде кнопки. Но позже, дабы избежать путаницы с расположенной рядом кнопкой выброса магазина, кнопку предохранителя заменили на флажок рычажного типа. Еще одним слабым местом, кроме магазинов, была смазка. Вернее, сбои в результате отсутствия таковой. Карабин работает как часы, но при условии, что механика очень хорошо смазана. Поэтому в дизайне предусмотрено ношение масленки в легкодоступном месте, в прямом смысле прямо под рукой. А именно здесь, в прикладе, сделан паз для масленки, который удерживается там ремнем карабина, по-английски слингом. Кстати, я сейчас нахожусь на своей новой кухне, где я творю и снимаю свои кулинарные видео. Оружием я занимаюсь всего несколько лет, а вот изучением продуктов и рецептов из разных уголков мира всю свою сознательную жизнь. Мои друзья давно уговаривали меня открыть свой ресторан или хотя бы написать книгу своих рецептов. Вот я пытаюсь идти в ногу со временем и пишу свои видеорецепты. Хочу обратиться к вам за помощью и попросить зайти и подписаться на мой канал Search Tool Кухня. Ссылка будет в описании. Там не только рецепты, но и разные технические кулинарные хитрости, а также обзоры продуктов.
Будет интересно узнать, сколько из моих на сегодня 42 тысяч подписчиков реально готовы помочь в раскрутке моего кулинарного канала. За него, возможно, будет хоть какая-то монетизация, что поможет и оружейному каналу. Появится материальная возможность выпускать больше обзоров по оружию. За оружие, как известно, ничего никому не платят, а на одном энтузиазме далеко не уедешь. Поэтому заходите ко мне на кухню, подписывайтесь, смотрите видео, оставляйте комментарии и лайки. Или дизлайки, кому что нравится. Буду очень признателен. Работа вращающегося затвора выглядит очень схожей с работой затвора винтовки Гарант. Это из-за схожести данной системы с системой работы винтовки Винчестер М2, использованной при конструкции карабина. А у той, в свою очередь, от затвора М1 Гарант. Все-таки и то делалось на Винчестере. Для того, чтобы поставить затвор на затворную задержку, есть маленькая кнопочка. И ее нужно нажать при отведенном затворе. Тогда он блокируется. Целик в моих более поздней конструкции. С переключением на 100, 200 и 300 ярдов. Ну, они же и метры. И с регулировкой по горизонтали. Причем на одном стоит более ранний, фрезерованный, а на втором более поздний, штампованный. Ну, разницы большой нет. А изначально вообще ставили так называемый пип-сайт с перещелкиванием на близко-далеко. Мушка – цельный блок, без каких-либо регулировок. Вообще в процессе производства осуществлялись некоторые модификации, но это нормально для любой продукции. Не будем на этом заморачиваться. Разборка карабина несложная, но я это демонстрировать не буду. YouTube может заблокировать, да и есть хорошие видео, которые можно посмотреть. Я могу дать ссылку, если кому-то будет интересно, если сами не найдете. Это все есть в интернете. После всего, сама идея такого легкого карабина взбудоражила мои фантазии. Мне захотелось, с одной стороны, иметь такой же, но который не жалко будет отстреливать, потому что эти родные немножко жалковато, все-таки они старенькие. С другой, желательно на более современный лад с возможностью установки оптики. Кстати, варианты под оптику были и раньше в производстве. Модель М3 была как раз именно такая. Стал искать рекомендации на самое достойное современное производство карабинов М1. И нашел. Самыми-самыми оказалась компания Fulton Armory. Они занимаются точным воспроизводством винтовок, стоявших на вооружении США с газ-пистон системами, такие как М14, М1 Гарант, М1 Карабин, а также R15 и R10. При этом все ручной сборки и подгонки. Их винтовки имеют самые лучшие рецензии. Я с ними связался и заказал вариант М3 Scout, дословно для разведки. Энтузиастом продвижения концепта винтовок и карабинов Scout был ветеран 3 войн, подполковник морской пехоты США, профессор и писатель Джефф Купер. Вкратце, концепт Scout – это винтовка или карабин, в которых удобству переноски и точности стрельбы уделялось больше внимания, чем огневой мощи. Карабин делался под заказ, и производство заняло месяца 3. В конце концов, я его получил с десятком магазинов, конечно, на всякий случай. Также заказал дульный тормоз. Зря, конечно, заказал съемный, надо было стационарный. Все в один голос утверждают, что стрелять с дульным тормозом намного круче. Но я тогда этого не знал и хотел оставить возможность снять, если не понравится. Как видите, он оказался довольно громоздким и, мягко говоря, несимпатичным. Ну и хрен-то с ним. Что сделано, то сделано. Карабин все равно мне очень нравится. Правда, по цене он получился дороговато. Но тут, как говорится, знали, что заказывали. Но это уже детали. Зато у меня 3 шикарных карабина. Тут тебе и история, и кайф от стрельбы, и творческий процесс в одном флаконе. Вот для примера я вам положил рядом карабин СКС. Совсем другая история. Это, пожалуй, все по карабину М1. Если возникнут вопросы по нему, пишите в комментариях. Буду рад ответить. Всем всего доброго. До встреч на канале.